Для начала стоит сказать, что в своих примерах я не использовал ND фильтр по причине его отсутствия, а точнее отсутствия фильтра 82 мм. К тому же вы будете видеть настоящий цвет и резкость без вмешательства различного стекла. В настоящий момент 7art Designs выпустили 3 объектива линейки Vision 25 мм, как у меня, еще 35 и 50. Также на официальном сайте можно взять полный комплект из 3 линз, защитного кейса и набор крепежных винтов. К примеру, этими винтами ты можешь закрепить специальную подставку для разгрузки байонета камеры, как у Fujinon 1855. То есть на эту подставку ты напрямую цепляешь штатив или же любые там крепления. Камера у нас остается в воздухе. Объективы серии Vision, то есть Sign Lens, разработаны для кроп-матрицы APS-C, доступны для байонета Sony E-Mount, Fuji X, L-Mount, Canon EOS R и Micro 4 третьих. При использовании на полном кадре достаточно включить режим Super 35. По словам производителя, что при использовании оптики этой серии нет необходимости перестановки аксессуаров при смене объектива, так как их параметры практически одинаковые, особенно это касается положения фокусировочного кольца, диафрагмы и резьбы под фильтр для стабилизатора минимальной корректировки. Линзы здесь установлены из низкодисперсионных стекол, как у многих объективов 7art Designs с пометкой Add Glass. Как приятно, что мой логотип теперь на объективах. Если серьезно, то применение данных стекол позволяет уменьшить остаточную хроматическую аберрацию. Тем не менее, хроматика здесь присутствует. В некоторых случаях ее видно хорошо, в некоторых и вовсе незаметно. Лично для меня это не критично, так как добавляет некую художественную изюминку картинки. Напомню, что есть плагины, которые добавляют отдельно этот эффект, и не только. Хочу вас попросить поддержать этот выпуск лайком, а также написать любой комментарий, для меня это очень важно. Когда я вижу вашу отдачу, меня это мотивирует на создание нового контента. Спасибо. 7art Designs 25 мм имеет 11 элементов в 9 группах, а также минимальная дистанция фокусировки 23 см, что позволит снимать и на достаточно близких расстояниях от объекта. Угол обзора на APS-C сенсорах составляет 58,6 градуса. Но самая характерная черта, которая объединяет все кинообъективы, это внушительный вес. Этот объектив весит практически килограмм, а если быть точнее, 956 грамм. Я хочу сказать, что у моей Sigma появился неплохой такой конкурент. Этот объектив дает очень мягкую и приятную картинку, на самой открытой можно заметить, как он немножко софтит, тем самым добавляя такого лампового приятного чувства. Да, именно сейчас то время, когда от сверхдетализированной и резкой картинки уже тошнит, а люди все чаще прибегают к использованию специальных фильтров и постобработки с добавлением зерна и различных пленочных эффектов. Сказать, что он мне понравился, это ничего не сказать. У меня до этого был 7art Designs 35 мм с диафрагмой f0.95. Да, интересный объектив, но чего-то сверхвыдающего я там не заметил. Не зацепило, так сказать. Но с этим совсем по-другому. Уже несколько недель я попросту не снимаю его с камеры, несмотря на некоторые сложности фокусировки, к которым уже начинаешь привыкать. Это как с механической коробкой передач. Даже если ты никогда не будешь водить на механике, но знать ее обязан. Мало ли, когда тебе пригодится, а на автомате ты всегда поедешь. Какие все же отличия этого объектива от обычного? Для начала стоит отметить длинный ход фокусировочного кольца в 270 градусов, что позволит более плавно фокусироваться на объектах, а также вся оптика данного типа имеет множество разметок фокусного расстояния. У объектива 13-лепестковая диафрагма для получения более мягкого и круглого боке. Sign объективы всегда сделаны максимально качественно и надежно, в отличие от обычных, которые бывают полностью из пластика. Тут такое точно не допускается, так как должны выдерживать различные суровые условия работы. На таких объективах диафрагма максимально плавная, без ступеней, измеряется в Т-стопах, в отличие от нам привычных F. Т-стопы очень важны для видеопроизводства. Это параметр показывает точное значение пропускания света, а также при смене таких объективов на камере мы получаем одинаковую экспозицию. Также на оптике такого класса уже имеются зубчатые кольца фокусировки и диафрагмы для использования фолл-фокуса.
В одном из своих видеопримеров я использовал механическую систему Full Focus от SmallRig. Она значительно упрощает работу с такими объективами, так как напрямую быстро управлять фокусом будет крайне сложно, да и очень долго. Все это добро крепится напрямую к любой клетке камеры, не обязательно от SmallRig. Одна из самых продуманных деталей этого фокуса – это регулировка центральной части, что поможет выставить колесо фокуса так, как вам удобно. Но самая гениальная вещь – это фиксаторы на колесе управления, такие себе метки. Допустим, тебе нужно снять наезд камеры на актера и фокус четко остановить на его лице. Ты просто фиксируешь точку отправления и точку прибытия, то есть его лицо, и фиксаторы попросту не дадут вам перекрутить, собственно, сам Full Focus. Также это очень полезно использовать в предметной съемке на слайдере. Дополнительно взял две 15-мм трубки по 25 см, а также площадку для установки камеры сразу с клеткой. Для меня крайне важно было взять такую площадку, чтобы без всяких дополнительных переходников быстро установить камеру с клеткой. На самом-то деле эти трубки не для каких-то понтов, а чтобы закрепить дополнительные аксессуары и удобно организовать все устройства. В будущем планирую таким образом установить накамерный монитор за камерой и закрепить дополнительный источник питания. Какой самый большой минус всех этих металлических конструкций? Вес? Возможно, но это только добавит стабильности в вашей камере. На самом деле, когда ты снимаешь с этой всей красотой на морозе, весь этот металл отдает холодом в 2 и в 3 раза больше. То есть даже бывает перчатки просто не спасают. И это все настолько холодное, что ты приходишь домой и оно еще, наверное, сутки у тебя нагревается. А теперь предлагаю посмотреть ролик, который у нас получился. Он никак не претендует на какую-то короткометражку, но тем не менее он показывает работу объектива, а это самое главное. Кстати, хочу дать вам один совет, который я обнаружил при использовании мануальной оптики с Fuji X-T4 с матричным стабилизатором. Если ты хочешь получить более плавную картинку, а не режим штатива, я рекомендую выставлять значение меньше, чем фокусное расстояние. К примеру, мы используем 25 мм объектив, но мы ставим не 25 в настройках, а 20. Таким образом, картинка получается более плавная, без вот этих вот рывков. Стоит понимать, что такой объектив не на каждый день, и вообще не стоит его покупать, если ваш продакшн ограничится съемкой жены с детьми и отдыха на море. Конечно, избалованные автофокусными объективами мамкины киноделы посчитают глупым купить линзу без автофокуса. Если ты блогер, да. Но вся прелесть в том, что ты не зависишь от электроники. Управляешь фокусом так, как тебе нужно для той или иной сцены, а не так, как позволяет тебе камера, которая порой подводит так, что уже не исправить. Почему в кино не пользуются автофокусными объективами? Первое и самое главное — это ненадежно, а там нужна точность и как можно меньше ошибок при съемке. И что еще важнее, полный контроль. И второе, в серьезных съемках всегда используется мануальная оптика, будь то анаморфная или просто сферическая, фокус крутится человеком. По сути, объектив получился очень привлекательным приобретением для съемки серьезного постановочного видео, учитывая его цену и характеристики. Если вдруг вам показалось, что это очень дорого, взгляните на его аналоги от Samyang 24 мм T1.5 и Canon 24 мм T1.5. И сразу все станет понятно. Пишите в комментариях свое мнение об этом объективе, а также задавайте вопросы. Мне будет очень интересно на них ответить. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами был Евгений. Всем пока.